Приветствую, товарищи страйкболисты! Сегодня хотел бы с вами поговорить о моем личном опыте, оплаченном слезами, деньгами и нервами в использовании коллиматорных прицелов в страйкболе. На татами мы будем приглашать для этого исследования Vector Optics, Китай, GNP, Тайвань, Aptronics, по-моему, тоже Тайвань, Theta Optics, некий Китай, и последний кандидат это Vortex Optics, фирма американская, но часть прицелов они тоже собирают в Китае. Какие же есть подводные камни? Итак, давайте на примере GNP рассмотрим. Нет, лучше давайте не GNP, давайте рассмотрим на примере Vortex. Значит, в прицеле есть светодиод, и его видно вон там маленькая красная точечка. Светодиод через прицельную марку светит на вот это внешнее стекло. От внешнего стекла, возможно, вы видите, что оно находится здесь под углом. От внешнего стекла лучи отражаются обратно в глаз стрелка, и стрелок может видеть прицельную марку. Важным элементом работы вот этой системы коллиматора является способность внешнего стекла отражать свет прицельной марки. Для того, чтобы внешнее стекло отражало этот свет, его покрывают различными составами. И вот на примере прицелов от Vector Optics, от GNP, от Aptronics мы видим, что этим составом является какая-то смесь, наверное, олова, не знаю, то есть что-то такое. Стекло, по сути, получается зеркальным, да? Оно как зеркало в какой-то мере отражает внешние объекты со стороны, направленной на противника. Таким образом, эффект достигается, и действительно лучи отражаются прицельной марки вам в глаз, то есть на сетчатку, вы все это видите. Но с другой стороны, такой подход, он серьезно ограничивает пропускную способность света через прицел. И как раз таки пропускная способность света через прицел является первым подводным камнем при выборе коллиматорного прицела. Допустим, возьмем GNP. Как вы видите, здесь система немного другая, потому что когда мы смотрим сверху на прицел, они пытаются скопировать то, что происходит на настоящем EOTech, где другая система, не коллиматорная, а там лазерный луч формирует голограмму, и стекла там абсолютно прозрачные. Но производитель пытается скопировать принцип работы EOTech, то есть они ставят прицельную марку и светодиод с стороны, обращенной на противника, и, соответственно, у вас два раза свет отражается. И не знаю, будет ли видно, может быть, даже лучше взять. Вот, видите, здесь немного такой голубоватый оттенок, или синеватый оттенок внутреннего стекла. Вот. Им приходится это делать, с одной стороны, чтобы избежать бликов, когда вы играете, потому что здесь система из двух стекол, вот это внутреннее стекло, которое обращено на стрелка, никак не сокрыто от солнечных лучей, из-за чего может бликовать. Вот видите, моя рука отражается, да? А представьте, вы играете в лесу, и вот солнце светит вот так на вас, вы будете видеть свою, не знаю, щеку, глаз там, плюс светопоток будет достаточно плохой через прицел. И вот давайте посмотрим, как это может выглядеть. То есть вот так выглядит прицел, когда мы просто смотрим, не через прицел. И так выглядит наша цель, когда мы смотрим через прицел. То есть вы видите, что на самом деле падение освещенности значительное. И это при том, при всем, что у меня сейчас работает лампа прямо над столом и специально освещает поверхность. Вот
в принципе, коллиматорные прицелы, они используются для того, чтобы вести стрельбу двумя глазами. И да, это верно. Но конкретно в моем случае я посчитал этот пункт одним из самых критичных, потому что даже ведя стрельбу двумя глазами в пасмурный день, бывает достаточно тяжело видеть изображение разной яркости двумя глазами, когда вы смотрите через коллиматорный прицел. То есть, в принципе, ваша situational awareness снижается, когда вы используете прицел, у которого действительно низкая светопропускающая способность. Какая есть альтернатива вот такому зеркальному покрытию? Альтернативой является покрытие, которое, вот вы можете видеть, давайте даже на примере лучше возьмем Vortex, которое вот такое красное. Да. Сейчас сфокусируем. Видите, оно красноватое. На самом деле, почему оно красноватое? Потому что оно отражает лучи красного спектра, то есть с длинной волной. Почему? Потому что прицельная марка, которая вот там горит светодиод, он красный. И производитель сделал таким образом покрытие, что оно отражает лучи красного цвета, но пропускает все остальные. Что дает несомненное преимущество в том, с какой яркостью вы видите объекты за прицелом. Вот давайте сравним. Вот так вы видите объекты через прицел, у которого не зеркальная отражающая внешняя поверхность. А вот так вы видите с зеркальной внешней поверхностью. Поставим боком прицел. Ну, по-моему, очевидно, да? Что удивительно, относительно, не относительно, а совершенно не боевом прицеле от Theta Optics применен такой же метод. То есть, казалось бы, прицел от Theta Optics — это Китай, который совершенно не боевой, он а-ля страйкбольный, но вы видите, что метод такой же. Мир через этот прицел кажется чуть более в холодных тонах, потому что лучи красного спектра отражаются достаточно хорошо, но при всем при этом яркость не теряется. Еще один момент, который бы хотелось отметить, это конструктивные особенности самих прицелов. Вот в частности, если мы возьмем прицел от Avtronics и прицел от Vector Optics, мы видим, что Vector Optics, по сути, у них только одно стекло. Здесь же в копиях EOTech, так как производитель пытается сделать копию голографического прицела посредством коллиматорной технологии, они используют два стекла, и два стекла, получается, значительно снижают пропускную способность света через себя. Давайте опять же возьмем GNP и попробуем сравнить. Я бы сказал, процентов, наверное, на 25 прицел от Vector Optics, за счет того, что у него просто одно стекло, а не два, через которые вы смотрите, дает картинку чуть более яркую. Это был первый момент. Переходим ко второму моменту. И во втором моменте для нас является критичным, или для вас может являться критичным, хотите ли вы использовать magnifier, увеличитель, вместе с вашим прицелом. То есть, кто не знает, что это такое, значит, это вот такая система, когда у вас есть коллиматорный прицел, ну, в данном случае это реплика XPS-3 от EOTech, когда вы можете вести огонь через коллиматорный прицел на ближних дистанциях
И используете вот такой увеличитель, если дистанции уже более дальние. То есть это, по-моему, увеличитель трехкратный. Не думаю, что я смогу показать это через фотоаппарат. Дайте я попробую показать вам через другую камеру, как это работает. Так вот, если вы хотите использовать увеличитель Magnifier с вашим коллиматорным прицелом, то для вас автоматически является важным первый пункт. Конечно же, если вы хотите использовать этот увеличитель не в качестве просто бутафории, которая будет болтаться для красоты, ну или на худой конец некого маленького бинокля, да, через который вы будете, поворачивая голову, так вот смотреть, что там впереди, а дальше целиться уже через ваш прицел коллиматорный с низкой пропускной способностью света. Значит, я послушал некого известного российского страйкболиста, который очень расхваливал прицелы от EOTech, и, по-моему, еще там пару фирм рекламировал. Смотрел через прицелы на белый свет из окна квартиры. Да, из окна квартиры она действительно смотрится вроде как нормально, не похоже, что сильно затемняется картинка, особенно если сравнивать с какими-нибудь китайскими прицелами, то кажется, что да, в принципе, очень даже хорошо. Но когда вы попадаете в ситуацию в пасмурный день, лес, и вы пытаетесь использовать вот так и прицел, и магнифайер, увы, вас ждет разочарование, потому что в этом случае вам приходится смотреть таки одним глазом, а не двумя, и прицелиться, то есть разобрать вот то, что вы видели двумя глазами, там противник за кустом, под деревом, в тени, а теперь найти опять же его, различить его силуэт вот через здесь два стекла и здесь еще два стекла, которые, кстати, тоже как бы у меня, к сожалению, нет с собой прицела, не прицела, магнифайера от Vortex, но я смотрел через него, да, там вот вы смотрите, это практически не чувствуется, что вы смотрите через стекло. Здесь затемнение происходит. Я не смогу показать на камеру, но оно происходит. Может быть, не такое значительное, как вот с прицелом, кстати, но все равно ощущается, что светопоток падает. Так, я пытался показать, как же это работает. Надеюсь, вот получится вставить фрагмент. В принципе, смотреть через качественный прицел и не очень качественную линзу магнифайер можно. И это работает. И я действительно вот в этой связке играю. То есть у меня на CQB автомате стоит этот прицел. Если нужно будет короткий автомат в лес, вот я ставлю магнифайер. Но это не работает вот с этими прицелами. То есть слишком темно. Поэтому я решил купить для себя, когда я понял, что связка Aptronix, так яро расхваливаемая товарищем, не работает на самом деле. И в одном из поздних видео потом он сам сказал, что да, я эту штуку ношу просто для понтов. Я нашел по скидке вот этот прицел, то есть другой вариант, когда вам нужно что-то и коллиматор с возможностью переключаться на ближнюю дистанцию и в то же время что-то на дальнюю дистанцию, да, вот четырехкратное увеличение. Я нашел вот этот прицел, который, ну, в какой-то мере удовлетворял меня, но привел меня к третьему пункту сегодняшнего обзора. И последним пунктом нашей сегодняшней программы будет очень банальный элемент, как ваш прицел будет крепиться на привод. Казалось бы, какие могут быть подводные камни там? Никаких, если у вас Vortex, если у вас Vector Optics, если у вас Aptronix. Но с некоторыми прицелами, такими как, например, GNP, была проблема, что я буквально, то есть этот прицел мне пришел вместе с МК-18 от GNP, это был комплект.
Вот. По-моему, я там, не знаю, один раз его одел на сам GNP-шный привод, или даже не помню, не одевал, может быть. Один раз одел на ICS-ный привод, и все. Когда я закрываю его полностью, сажаю на GNP-шный привод, он болтается. На сам GNP-шный привод. Ну, конкретно на upper привода. На RIS, когда я сажаю цевье, то, в принципе, он держится. Но как так, черт возьми, как так? Это же прицел, блин, который вы поставляете в комплекте. То есть, либо планка была более широкая, да, и что-то здесь разогнулось, когда я один раз одел его на ICS, вот, либо это какой-то косяк. Либо я не умею, то есть не разбираюсь с этим прицелом, не понимаю, что здесь что-то можно подтянуть. Да, наверное, что-то можно подложить на планку и так далее, но я вот лично не хочу. И другой момент. На примере прицела от TT Optics. Значит, прицел купил по распродаже, 50% скидка, в принципе, за реальные его деньги, которые 100% цены, я бы его не стал покупать. Какая была проблема? Значит, самое первое обнаружилось, что ось прицела, то есть куда он смотрит, и ось оружия, они были вот как-то вот ось оружия, вот ось прицела. Приходилось, чтобы его отрегулировать, крутить винты регулировки до самого конца. И тогда, чтобы нормально смотреть через прицел, шею приходилось вытягивать как страусу туда за приклад. Пришлось, вот вы видите, блестящие, да, это следы стачивания алюминия, чтобы повернуть прицел ближе к оси винтовки и нормально смотреть, уже иметь возможность нормально смотреть в него. Когда я это сделал, обнаружилось, что ось, то крепление коллиматорного прицела в принципе было нормально, и пришлось регулировать потом его. Вот. И другой момент, здесь сама по себе прицельная марка, то есть я не знаю, видно или нет, но прицел как бы немножко вот так. То есть когда вы смотрите в прицел, прицельная марка будет вот так, если вы держите винтовку ровно. Если вы ее выравниваете, забываетесь в бою, и вот так смотрите, то для страйкболистов это критично, потому что ваш хоп-ап начинает закидывать шары вот влево, вот так. Вот. Он у меня, в принципе, лежит как запасной, но вот такие маленькие косяки, которые, наверное, проверить можно только уже лично, да, и потом заниматься отправкой обратно производителю, ну, я не стал. У меня не было на тот момент альтернативы лучше, и остался использовать его. Если мы хотим подвести итоги, когда выбираете прицел, обратите внимание на светопропускную способность. То есть вот все EOTech реплики построены на двух стеклах. Как правило, первое стекло зеркальное, второе тоже с затемнением, потому что там, я так понимаю, что отражается сначала сюда, потом туда, потом обратно в глаз. Вот. И если вы в бюджете, и в принципе вам все равно, может быть, стоит обратить внимание на прицелы с просто одним стеклом. Они хотя бы будут чуть светлее, да? Но у них есть возможность бликов, вот вы видите. Вот смотрите, отражается, да, верхняя часть прицела вот так. Будет вам мешать. Если вы хотите какой-то прицел, который светосильный, смотрите, чтобы отражающая поверхность, ну, во-первых, прицельная марка светила как нормально с стороны стрелка сразу на поверхность стекла, а не как в EOTech туда-сюда отражается. И чтобы покрытие было отражающим лучи красного спектра, ну или там, не знаю, зеленого, да, если у вас зеленая прицельная марка. Таким образом, яркость через прицел будет лучше. Если вы взяли хороший прицел с хорошей светопередачей, то у вас есть возможность использовать магнифайер по назначению, то есть ставить его и на более дальней дистанции стрелять как будто бы у вас трехкратный прицел есть, на близкой дистанции откидывать его и использовать просто коллиматорный прицел. Если вам магнифайер нужен просто для красоты, то да, используйте вот его с любым там прицелом от EOTech, который не будет вам позволять использовать его в полной мере, да, будете использовать для красоты или как бинокль, там одним глазом смотреть откинутым прицел. И последний момент — это крепление, то есть прицелы, опять же, даже если вам нужен EOTech, то вот есть такого плана прицелы, у которых я не понимаю, ну лично я не понимаю, как вот это отрегулировать.
и он болтается, да, можно подкладывать всякие вещи, но, как я сказал, не хочу. Либо есть прицелы, да, где есть регулировка, и вы можете практически под любую шину его подогнать. И я здесь не ставил целью себе рассказать вам, ну, составить какой-то рейтинг прицелов, но если такие вопросы возникнут, что бы я поставил на первое место? Ну, давайте так, это на первом месте у нас был бы Vortex. На втором я бы все-таки поставил Theta Optics за то, что, да, были косяки, но качество прицела мне понравилось. На третьем месте его разделили бы Aptronics и, как ни странно, Vector Optics, и на четвертом GMP. Так, Magnifier мы не оцениваем. И здесь, наверное, можно сказать, ну, конечно, самое дорогое, например, да, реальный боевой прицел от Vortex Optics, там, с мега гарантией, то есть, если я сейчас разобью его молотком, я могу им послать, они мне его заменят, это у них премиальная гарантия такая, пожизненная на прицелы. Можно сказать, да, он же самый дорогой. Прикол в том, что самый дорогой вот этот прицел. И если бы я покупал его по 100% цены, он бы процентов, наверное, на 25-30 был дороже, чем этот. Я покупал его со скидкой. Дальше идет вот этот вместе с коллиматором. Они шли в комплекте, и вышло мне, ну, реально дорого. То есть вот за эту сумму продается Vortex Magnifier, оригинальный, настоящий боевой. Вот. Дальше идет по цене вот этот прицел, и дальше вот эти примерно одинаковые. Да? То есть, казалось бы, вот боевой прицел должен стоить дороже всех, но вот эта начальная модель была у них, она реально была дешевле, чем вот этот и вот этот вместе с Magnifier. Вот. И вот эти, они уже более дешевые, возможно, вот этот даже дороже, чем вот этот. Надеюсь, опыт мой был вам полезен и поможет вам сэкономить время, деньги и нервы. Пользуйтесь, на здоровье, всего хорошего и до новых встреч!